мой взгляд, в нынешней пятерке BMW присутствует некое несоответствие формы и содержания. По форме, консервативным дизайном, этой вот традиционной атмосферой интерьера, она возвращает нас в 90-е, которые некоторые считают золотым веком BMW. Но по содержанию, технологически, я бы сказал, потребительски, это автомобиль века 21-го, где силовой агрегат и шасси соединены общей высокоскоростной шиной передачи данных, где атмосферные моторы вытеснены наддувными, где комфорт и экономичность актуальнее драйва, где пятерка BMW может позволить сделать себе шаг в сторону Mercedes E-класса. В М5, однако, драйва в избытке, и все вроде встает на свои места. Пусть М-ка предыдущего поколения злее и спортивнее, но вы знаете, сидя здесь, можно легко представить, что ее вроде как и не было вовсе. И при этом родовая цепочка М5 совсем не кажется прерванной. Если вы не знали никакой другой М-ки, кроме предыдущей, то наддув изменил эту машину до неузнаваемости. Но при этом она идеально вписалась в историческую канву. Новый турбомотор запросто сойдет за наследника 5-литровой V-образной восьмерки образца 98 года. Максимальную тягу 680 ньютон-метров битурбо-восьмерка развивает почти сразу, на 1500 оборотов. И примерно в этой зоне стрелка тахометра толчется все время, когда вы ездите в обычном режиме. А предельные 560 лошадиных сил появляются только на 6000 и остаются с вами до самой отсечки, до 7,25. Здесь есть где разгуляться. Красивый звук, не правда ли? И он так необычно тебя обволакивает в салоне. А потому что он не настоящий. Подлинный голос М-ки можно услышать только снаружи. А внутри над улучшением акустической картины трудится аудиосистема, моделирующая звук в определенных частотах, сообразно с вспышками в цилиндрах и пульсациями на выпуске. Я надеюсь, что хотя бы это еле слышное посвистывание нагнетателей и вздохи перепускных клапанов, они настоящие, а не компьютерные. Помнится, атмосфернику V10 с индивидуальными дросселями, голосистому, все эти ухищрения были ни к чему. Пробки. Обычно повод для расстройства, но сегодня меньше, чем когда-либо. Трудно представить худший сценарий, чем оказаться запертым вот так в трафике на BMW M5 предыдущего поколения с безжалостным роботом. А эта коробка с двумя сцеплениями не доставляет никаких неудобств. Да, у нее есть своя специфика, нужно помнить о том, что машина может скатываться под уклон, не очень удобен селектор в отсутствии привычного режима паркинг. Но все это сущие мелочи по сравнению с тем, насколько лучше, легче стала жизнь водителя в условиях ежедневной эксплуатации. Все же здесь есть родственные черты предыдущей М-ки. Россыпь клавиш на центральном тоннеле. 3 настройки для акселератора, 3 настройки для амортизаторов, 3 для рулевого механизма, еще 6 для коробки передач, по 3 для автоматического и ручного переключений. Только вот результаты общения с ними, они порой весьма относительны. Например, написано «комфортный режим подвески». Но ведь это ж неправда. Он комфортным может считаться только относительно самого жесткого Sport Plus. Парадокс, но М-ка воспринимается комфортнее, если выйти из комфортного режима в промежуточный спорт. Так жестче сильно не становится, зато подвеска перестает вздыхать и постукивать.
Тут впору попенять на новую единую платформу BMW, на которой базируются теперь все машины, кроме первой и третьей серии. Мол, слишком много электроники. Но ведь адаптивная подвеска для M5 это не новинка. Электронно управляемые амортизаторы появились здесь аж в 1994 году. Так если за 20 лет систему так и не удалось настроить идеально, может, ну ее нафиг. Зачем нужны 3 регулировки гидроусилителя руля, если даже профессиональные гонщики на треке довольствуются самой комфортной с наименьшим усилием? Я, например, зажимаю руль только на неровной дороге, чтобы он не так сильно мотылялся на колдобинах. Но согласитесь, это все равно какое-то нецелевое использование режима Sport Plus. Обратной связи тут хватает, ее тут более чем достаточно. Руль вон прямо зудит в руках. В этом смысле даже у нового Porsche 911 баранка лучше развязана от вибраций. При этом отклики не остры, а система стабилизации строго следит и за пробуксовкой, и за малейшими намеками на скольжение. Если хотите больше свободы, есть режим M-Dynamic Mode, расслабляющий ошейник, но это MDM, это еще не MDMA. M-ка под экстази — это когда из 2 желтых огоньков остается гореть только один. Off. Вот обострение откликов на газ здесь действительно заметно и эффективно. У акселератора здесь сумасшедший диапазон. В экономичном режиме Efficient автомобиль следует с линцой за педалью. А в максимально суровом Sport Plus это шпора, терзающая живую плоть. Слишком часто приходится обращаться к настройкам. Нет какого-то режима, который бы подходил на все случаи жизни. Хотя можно составить пару пресетов, для которых здесь есть 2 кнопки на руле, M1 и M2. Я верю в то, что есть клиент, для которого М-ка будет достаточно спортивной просто по умолчанию. Но он все равно должен платить за всю эту мехатронику. Окей, тут многое относительно, но есть и абсолютное понятие, не зависящее от настроек. Скорость. BMW M5 это всегда очень и очень быстрый автомобиль. Дело даже не только в разгоне с места. В конце концов, 4 с небольшим секунды для 560-сильной машины это не сюрприз, даже если держать в голове, что она весит почти 2 тонны. Просто ускорение здесь какое-то двухмерное. Сначала тебя вдавливает в спинку, а потом ты как будто взлетаешь. Настолько стремительно растет скорость. И, конечно, особый шарм М5 в ускорениях сходу. С любых приемлемых на дорогах общего пользования скоростей машина выстреливает вообще без напряжения. Это классический пожиратель автобанов. Стремительно выходишь с развязки, встраиваешься в свой ряд, и только тебя и видят. Видели. Камеры, они теперь все видят.
Не знаю, будет ли владелец BMW M5 выводить машину на трек, мы уже это сделали. Добро пожаловать на Moscow Raceway. Олега Кисельмана вам представлять не надо. Он работает у нас палачом. И в ближайшие 15 минут в его руках М5 должна показать все, на что способна. То, что впечатлило, это, конечно, максимальная скорость на прямой за 200 км в час, а это много даже для спорткара. Мощности хватает. Уже мощнее мотор не нужен. Скорее нужно более легкий вес и более спортивное шасси. Рулевое управление достаточно информативно, но ты должен всегда быть готов то к недостаточной, то к избыточной поворачиваемости. Это так требует определенной привычки. Даже на гоночном треке в машине тихо. Тебе, чтобы ощутить скорость, за 200 тебе надо посмотреть на спидометр. Если ты не смотришь на спидометр, тебе кажется, что ты едешь медленно и машина не разгоняется. Гигантский шаг вперед у BMW с коробкой передач. Предыдущий BMW M5 вообще невозможно было пользоваться, то с этой машиной все хорошо и в городе, и в общем-то на гоночном треке. Ну, тормоза, конечно, не спорткаровские. Но для спортседана все ничего, круга на 3-4 хватит, несмотря на впечатляющие размеры тормозных дисков и суппортов. Не покидает ощущение все-таки такого кроссовера. Большой тяжелый автомобиль с высоким центром тяжести, и тебе кажется, что сидишь высоко. Он как раз на дальней части Moscow Raceway не очень уютно себя чувствует, когда повороты идут друг за другом. На гоночном треке, ну, ему все-таки не место. Может быть, иногда выехать на Нордшляйфе, покататься нормально. И то, когда у вас нету амбиций для показа рекорда круга. Стоит это удовольствие 4,5 миллиона рублей, гораздо дешевле, чем основной конкурент Mercedes E63 AMG. Вдобавок BMW дешевле в обслуживании, особенно для тех, у кого небольшие пробеги. И потом, какой внушительный вид. Вот такое лицо. BMW M5, пожалуй, лучший спортивный бизнес-седан сегодня. Но понятие спорта здесь все-таки весьма относительно. Что такое спорт? Спорт — это прежде всего жесткость. Жесткость не подвесочная, не вот это всякое игрушечное, а конструктивная. А здесь я слышу, как люк поскрипывает в проеме из-за того, что кузов дышит на неровности. Если бы я выбирал М-машину, это все-таки была бы М3. Она дешевле, в ней меньше компромиссов, и у нее феерический атмосферник V8. Наверное, последний в своем роде.